Сериал Wednesday моментально завоевал сердца многих, в том числе и мое. С первых секунд он передает ту самую фирменную атмосферу Тима Бертона, которую я просто обожаю. Поэтому для этого ролика я выбрала 3 эффекта, которые показались мне самыми запоминающимися. И сегодня я попытаюсь воссоздать их своими руками. А вы готовы? Тогда отправимся в этот мрачный челлендж. Но прежде чем начать, я решила заранее заказать все реквизиты для создания грима. И пока они в пути, я начну с самого незатратного эффекта. Для этого эффекта я подготовила 2 вот таких рисунка. Сейчас мы здесь установим гринскрин, свет и уже приступим к съемке. Изначально я планировала полностью повторить сцену и попросила сестру побыть в роли Wednesday. Но по ходу дела мы еще раз убедились в том, что актерская игра нам совершенно не подходит. И поэтому решили оставить только сам эффект. Так, съемка завершена. Остался постпродакшн, который покажет, насколько этот эффект был сложным. Для монтажа и графики этого проекта я буду использовать DaVinci Resolve и Blender. Открываю DaVinci Resolve и начинаю с трекинга камеры, а затем экспортирую камеру из DaVinci в Blender. Тут я уже собрала сцену. И вуаля! Эффект почти готов. Ставлю на рендер, а пока сцена с пауком рендерится, удаляю зеленый фон на видео. На первый взгляд кажется просто, но самая сложная часть была анимация паука. И еще я пожалела, что сняла этот эффект на зеленом фоне. Думала переснять или оставить, но все-таки решила оставить. И вот результат. Пока я работала над первым эффектом, приехали мои посылочки. Я заказала все для создания грима, и на этом у меня ушло 28 тысяч вон. А еще перед съемкой нам нужно было подготовить реквизит, и мне пришла идея сделать его из детского пластилина. Поэтому мы отправились в Daiso, закупили все, что нам надо, и дома сразу приступили к созданию вещи. Для этого эффекта я заказала вот такой вот костюм. Сейчас мы посмотрим. Вот такой вот костюм. Итак, пока моя сестра переодевается, я думаю установить здесь гринскрин, свет. После этого уже сделать грим и начать снимать. Зачем тебе лицо одевать? Мне твое лицо не нужно. Ты умрешь сейчас. А после примерки мы сразу приступили к главному – созданию грима. Но тут мы совсем не ожидали, что такое произойдет. В общем, сегодня наша съемка не удалась, потому что мы не смогли прицепить вот этот пластилин к руке. Я думала посадить его на акрил, потом по краям его облепить воском, сравнять с кожей, все это запудрить, но воск не прилепился. Поэтому мы теперь будем думать, как дальше быть, и подумаем насчет других способов, как воссоздать этот эффект. Когда я решила заново пересмотреть сериал, я нашла тот самый момент, который решила повторить. И для этого нужна была только одна деталь. И эта деталь вот такая рюша. Она как раз перекрыла все недочеты грима, и мы наконец приступили к съемке. В процессе монтажа этого эффекта я поняла, что допустила еще одну ошибку. Вместо зеленого костюма я заказала синий, что впоследствии мешало при удалении фона. На помощь пришла функция Magic Mask, которая в один клик удалила зеленый и синий хромакей, и это меня реально спасло. Оставалось накинуть теней, заменить фон, и эффект готов.
Итак, сегодня день съемки очередного эффекта, и это будет эффект слез Wednesday. Короче, у нее уже есть нарисованные слезы, и когда она смотрит в камеру, у нее вот эта одна вот слеза вот так стекает по щеке. И для этого эффекта я приобрела шприц и вот такие трубочки. Изначально я думала, что я смогу где-то на стоковых сайтах найти эту вот капельку крови, но оказывается этот эффект относится к спецэффектам, а не к визуальным. Будем сегодня делать все своими руками, как говорится. Но есть один недочет: шприц сюда не лезет. И я думаю, как вариант, мы можем взять зажигалку, нагреть кончик и попробовать его растянуть. В этот момент я даже не представляла, что все эти трубочки и шприцы мне совершенно не понадобятся. Оказалось, что для этого эффекта нужны были пластичные резиновые трубочки, а мне пришли пластмассовые. Они никак не поддавались и не гнулись, поэтому от них мы отказались в процессе съемки, так как нашли маленькую резиновую трубочку. Но тут ждала нас другая проблема. У нас, как всегда, все пошло не по плану, и мы сейчас пытаемся создать новую кровь, потому что ту, которую я доказала, она оставляет вот такие вот пятна, и они не смываются. Но так как у нас совсем не оставалось времени, на свой страх и риск пришлось использовать то, что мы заказали. В общем, мы закончили, ура! Моя сестра сегодня познала все прелести съемок. Смотрите на этот творческий беспорядок. Ужас. У меня никогда после съемок не было такого. Это погром какой-то. Для монтажа я использовала в основном блендер, так как решила воссоздать локацию из нужного мне момента. И мне в этом помог Meshi AI, который из одной картинки генерирует 3D-модель. Можно сразу же создать текстуры и даже сделать ремеш. Таким образом, я создала кучу всякого декора для моей локации. И в принципе в сцене они смотрятся вполне неплохо. Оставшуюся работу я сделала в DaVinci, а теперь сравним результат. Бурное выдалось лето. Серийный убийца запер меня в подвале. Кошмар стал реальностью. Считает меня своей новой жертвой. Надеюсь, вам все понравилось, поэтому ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!